Беспроводные наушники Tantiem Echo с топовым звучанием, привлекательным дизайном, беспроводной зарядкой бокса, большим набором кодеков и отличной автономностью. Также они имеют сенсорную панель для удобного использования, защита от несильного дождя и брызг IPX4, и это еще не все, но не буду тянуть и перейдем сразу же к обзору. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Напоминаю про розыгрыш 5 мибэндов 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А сегодня вы будете наблюдать, каким образом я буду тестировать вот эти вот наушники. И эти наушники чем хороши? Тем, что их выпускает бренд, который выпускает Hi-Res High-End Audio в подаче. Цвет, блеск, красота. Недавно я только распаковывал Meizu Pop 3. Скорее всего, вы уже видели про это дело обзор. Здесь, конечно, небо и земля. Bluetooth версии 5.2, кодек aptX Adaptive. Упаковочка красивая, углы все, разумеется, Почта России пригладила. Не любят они прямоугольные коробки. Все прямо по фэншую, прямо даже везде лейблы. Ух, молодцы. 6 пар сменных амбушюр, помимо тех амбушюр, которые висят на самих наушниках. Здесь какая-то прелесть, которую необходимо вскрывать. Они прям подкупают подачей, правда? Надеюсь, что там ничего не будет из разряда белого шума или еще какой-нибудь дичи, которую любят. Это сеточки для замены на наушниках. Надеюсь, они не будут отваливаться, чтобы их необходимо было заменять, но есть и есть. Инструкция по эксплуатации, быстрое руководство, и оно нам необходимо. Необходимо в первую очередь для того, чтобы обрадоваться, что они все написали на английском языке. Здесь у нас показывают, каким образом подключать к Bluetooth. Все стандартно, заходите, подключаете. Следующий момент. Здесь показано, какие есть функции у сенсоров. Play, пауза, следующая песня, предыдущая, ответ на звонок, сброс звонка, вызов голосового ассистента и переподключение. Нам рассказывают о том, что бокс помимо Type-C имеет беспроводную зарядку. Круто. Type-C сделано бездуховно. Обратите внимание, об этом я еще раз скажу. Сразу видно, когда сборка не фонтан. Сам бокс с надписью, которую я не назову топом, и видно сразу, что крышка плотно не прилегает. Это такие косяки обычно только у каких-то устройств довольно дешевых, что печально. Пластик тактильно приятный внутренний, внешний глянец не топовый, это вам не AirPods. Плохим не назову, но и хорошим тоже. То есть по ощущениям это дешман. Не лютый, но дешман. И как вы видите, между частями видны уже такие приличные зазоры. Сама крышка не держится. Достаем наушники. Наушники по размерам и форме очень сильно похожи на то, что делают большинство китайских супербрендов, которые имеют в своем арсенале Hi-Res High-End Audio. То есть они габаритные, они очень серьезно выглядят, но в то же время не являются, сразу спойлер, суперудобными. Это вам не AirDots какие-нибудь от Xiaomi. Вот так выглядит бокс. Так вы будете, видите, я уже замешкался даже. А я, можно сказать, на опыте. 5 сотен пар наушников у меня было. И в ушах у меня со стоковыми амбушюрами они не фонтанно держатся. Внутри правого наушника звуки с попыткой, наверное, коннекта и без китайского языка. Обо всем узнаете в ролике. Я уверен, что это дело звучать должно хорошо как минимум. Если отлично, то супер. Это компенсирует бокс. Смотрим. В продаже только белая расцветка. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого белого пластика с матовой серой вставкой. Бокс имеет овальную форму, и в габаритах он не маленький, а именно 67 на 51 на 33 мм. Вес без наушников составляет 52 грамма, в кармане не мешается. Тактильно не совсем мрачно, но я ожидал лучшего, как и от качества материалов. Бокс не особо скользкий, что хорошо. Отпечатки на белом цвете не видны. Сборка не особо порадовала, так как заметны зазоры. Потертости не особо собирает. На корпусе расположили надпись Tantiem. Краткая информация мелким шрифтом, разъем USB Type-C и последний — это LED-индикатор, который находится в месте выступа для удобного открытия крышки бокса. Люфт у крышки есть и нехилый. Вдобавок, в любом положении крышка не фиксируется, что неудобно. И шарнир пластиковый, что тоже не особо радует.
радует. Открыть одной рукой можно и довольно просто. Хлопок при закрытии бокса глуховатый и не раздражительный. Внутри на матовой поверхности расположили два вертикальных места под наушники, по два контакта для зарядки в каждом, маркировка и небольшая надпись. Наушники в боксе практически не гуляют. Если потрясти бокс, то вылетят. Магниты не совсем хорошие, но просто перевернув, наушники остаются на своих местах. Емкость аккумулятора 600 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 39 минут. Беспроводная зарядка стандарта QI на борту, за что спасибо. Наушники можно перезарядить от кейса полных 4 раза, что очень даже хорошо. Саморазряд лично я у них не обнаружил. Переходим к наушникам. Изготовлены уши по принципу бокса, только наоборот. Большая часть матовый серый пластик и глянцевая белая окантовка. Дизайн неплохой, мне лично понравился. Сборка хромает, габариты 21 на 23 на 17 мм по самым объемным частям, вес 5,4 грамма. Посадка в ухе комфортная, около часа, так как после часа уши начинают слегка побаливать, опять же лично у меня. У вас дела могут обстоять абсолютно по-другому, при том, что опять же затычки все разные. При тряске головой наушники не вылетают, что хорошо, но из уха выпирают, притом прилично. Звуковод размеров 5,8 на 3,3 мм. Сеточка не металлическая, даже не пластиковая, но напомню, что в комплекте есть запасные сеточки. На корпусе наушников есть маркировки левого и правого наушника, углубленные контакты для зарядки, название наушников, надпись Echo и логотип компании. Далее по два микрофона на каждом наушнике, LED-индикаторы, которые спрятаны за металлической сеточкой, и сенсорная панель. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового помощника, перезагрузка и включение функции сопряжения. На тапы откликаются нормально, но нет регулировки громкости, что, конечно, минус. Вдобавок, из-за одиночного тапа есть сложные срабатывания. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 10 мм с бериллиевым покрытием. Чип установлен QCC 3040, импеданс равен 32 Ома, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Активное шумоподавление и режим прозрачности отсутствуют. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, но переподключаются с очень заметной задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинта нет, как и сенсоров приближения. Анимация на OnePlus 9 Pro Xiaomi 11T не обнаружена, как и на iPhone 13 Pro, но об анимации и не заявляли. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 23 минуты. Отыграли они на 65% громкости по кодеку aptX адаптив 3 часа 25 минут, что очень даже маловато. Быстрой зарядки на борту нет, но за 10 минут в боксе набежало 20% зарядок, на которых максимум наушники могут отыграть 20 минут в тех же условиях, что довольно печально. Защита от брызг есть только у наушников класса IPX4. Я окунул их в проточную воду, с ними все в порядке. Функционал не пострадал, звучание не ухудшилось. Данный тест подтверждает только то, что они могут выдерживать по большой части только маленький дождик. В моем случае с ними ничего не случилось, но это не означает, что ваши наушники выживут после погружения в воду. Летим дальше. К сожалению, приложение для настройки наушников и обновления прошивки нам не завезли. Bluetooth же здесь почти последний, версии 5.2, подключить их к смартфону труда вообще никакого не составляет. Из кодеков на борту AAC, SBC, aptX и aptX адаптив. Через две стены не отваливались, но иногда проскакивали фризы. Опять же на кодеке aptX адаптив. Задержки на YouTube незаметные, в играх слегка хуже, но играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC, окружающие шумы глушат, голос искажают, что, конечно, нехорошо, перегруз присутствует. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Tanchum Echo. И что я могу сказать, что в шапке они, разумеется, не особо удобно, они давят на уши. Следующий момент. Боковой ветер довольно сильный, но это все не важно. Почему? Потому что сейчас я нахожусь в шапке. Шапку снимаю, мимо меня начинают проезжать машины, и насколько хорошо умудряется CVC шумодав, уже автобус отлично
Отрабатывать слышно исключительно вам. Не думаю, что кто-то особо сильно в ближайшие 3-4 месяца, во всяком случае в Петербурге либо в Москве, без шапки будет использовать эти наушники на улице, но вот так примерно вас будут слышать собеседники ближе к весне и лету, когда шапку вы будете снимать. В целом уши мне нравятся, мне не нравится бокс, мне не нравится чуть-чуть, что они сделали форму как у профессиональных проводных наушников, но это их выбор, и если вам подобное подходит, это вам однозначно форма зайдет, потому что все-таки она анатомическая. Микро вы услышали, смотрим. Звучание на 100% громкости, каша слегка присутствует. Запас громкости достаточный. Низкие частоты хорошие и плотные, высокие слегка повышенные. Средние частоты в норме. По моему личному мнению, среднего баса недостаточно. Визуализации и детализации они хороши, вокал отыгрывают чисто, инструментал раздельно. Сцена широкая, но не особо глубокая. Как по мне, больше подойдет для прослушивания музыкальных жанров с вокалом или акустикой. Довольно странный такой выбор подзатычки, но вот такие вот вакуумные наушники. По мне, очень даже качественные для звука, а вот современную музыку в них не послушаешь. Однако это лично мое субъективное мнение. В принципе, аудиофильскими их легко могу назвать. Из минусов: нет приложения, автономность, которую я получил на выходе, не соответствует заявленной, нет сенсоров приближения, нет возможности отключить одиночные этапы, нет регулировки громкости прямо с наушников. Лично для меня посадка не самая комфортная. Большой бокс тоже отнесу к минусам, сборка по мне оставляет желать лучшего. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Опять же напоминаю, что это что-то с чем-то. То есть многие очень уважают данный бренд, но это локальный бренд топовых наушников для Китая. Вот теперь вы, во всяком случае, если не знаете, будете знакомы с ним. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Скоро у нас день рождения на Али, и, возможно, что-то где-то они и выгрузят. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки. Допустим, недавно, точнее, вчера я выгружал обзор на Nova 9. Сам телефон стоил на тот момент, по моей же ссылке, 44 тысячи. К вечеру появилась ссылка на 36. Брал я его, правда, сам за 35, но вы сами знаете, как прыгает курс у рубля. И ничего удивительного в том, что 35-36 это хорошо. Во всяком случае, реально за этот ценник взять, когда на официальном сайте 39,42. Резюмирую, наушники по большей части про звук, а не про функционал. Советую однозначно послушать, если есть такая возможность. Мне звучание понравилось, так как оно яркое и детализированное. Из-за кодеки высокой четкости тоже плюс. Однозначно, если брать ценник в долларах, уши своих денег стоят. Девайсы за звучание однозначное да. Если приобретаете что-то на Али, напоминаю, что намного проще и дешевле покупать на данный момент издание обзора через Kiwi кошелек. Вы там меняете рубли на доллары и потом покупаете за счет кошелька Kiwi. Экономия бывает до 30-40%. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал взаимопомощи и скидок. Общаемся. Добра и удачи вам, дорогие друзья.